Мы сейчас говорим об апостольском веке, когда церковь делала свои первые шаги в середине первого столетия нашей эры, а руководили ею земляки Христа. Они были родом из Галилеи, с севера Израиля, разговаривали на арамейском языке и на первых порах вели свою деятельность в родных краях и неподалеку, в Антиохии и чуть позднее в Александрии. В ту пору то были мегаполисы, бывшие столицы двух поверженных Аримом противников сирийского и египетского царств. Обе эти державы, основанные в свое время диадохами Александра Великого, Селевком Никатором и Птолемеем Сатером, были неотъемлемой частью эллинистического мира, сложившегося после победоносного похода македонян на восток. И если там не повсюду понимали арамейский, то говорили и понимали по-гречески все, ибо греческий тогда служил чем-то вроде лингва франка от Эгейского моря и аж до Ферганской долины. Именно поэтому Евангелия были изначально написаны на греческом языке. Именно поэтому все тот же апостол Петр стал первым епископом Антиохии в 37 году, а епископом Арима лет через 30. Именно поэтому апостол Фома, отправившийся проповедовать на восток, за границы империи, преуспел ничуть не меньше Петра, поскольку он не встретил сопротивления. Месопотамия говорила на арамейском, это раз, а для правивших там парфянских царей Рим был врагом номер один. Ну а враг моего врага – союзник, что нисколько не умаляет подвига апостола Петра, а наоборот подчеркивает его. А Рим был центром тогдашней айкумены. Для первых христиан то было осиное гнездо, полное жестоких язычников. Петр свою миссию impossible выполнил, правда, ценой жизни.